Ну, давайте приступим. Значит, берем пряжу. Это у меня Alize Cotton Gold. И это платьишко именно я вяжу из Cotton Gold, поэтому оно хорошо держит форму. Берем спицы номер 2. Я вяжу плотно. Плотность я свою ставлю на экране, вам покажу. На спице набираем 38 петель и вяжем 2 ряда платочной вязкой. То есть вяжем 2 ряда, все петли лицевые и с изнаночной, и с лицевой стороны. Все провязали. Сейчас начнем с вами распределять петли для рукава, для планки и для спинки. Значит, первые 3 петли у нас будет всегда планка. То есть первая петля будет кромочная, далее 3 петли будет планка. И точно так же в конце. Последняя будет кромочная, 3 петли планка. Эти петли мы будем всегда вязать платочной вязкой. Но смотрите, сейчас мы продолжаем вязание также платочной вязкой. То есть все время будем вязать лицевыми петлями. И я вам рекомендую, кто невнимательный или не видит регланные линии, петли, взять маркеры. Если у кого маркеров нет, то просто внимательно считайте петли. Давайте сейчас распределим. Так, первая у нас идет кромочная. Далее у нас идет с вами 3 петли планки. 2 петли у нас будет отведены на спинку. Далее делаем обычный накид, регланная линия, накид. Далее у нас идет с вами 7 лицевых. Опять делаем накид, лицевая, накид. Далее идет у нас с вами 8 лицевых. Опять делаем накид, лицевая, накид. Далее идет у нас 7 лицевых. Это получается, на рукав. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Здесь в конце на планке мы делаем отверстие под пуговички. Как вяжем? 2 вместе лицевой, накид, лицевая и кромочная. На планке накид мы провязываем открытый, не скрещенный. Вяжем изнаночный, значит, ряд. Показываю. Опять-таки планка у нас всегда вяжется платочной вязкой, то есть всегда лицевыми петлями. Накид провязываем также лицевой и лицевая. У нас продолжается на основном полотне. Узор идет полностью платочной вязкой. Значит, провязываем как? 2 лицевые, то есть все лицевыми. Накиды провязываем закрытыми за заднюю стенку лицевой петлей. Петля реглана также вяжется у нас лицевой. Накиды провязываем закрытыми. Так довязываем до конца ряда и встретимся с вами. Провязали. Давайте сейчас еще раз прибавим петли по регланной линии. Видите, так визуально регланную линию не видно. Вот кто не может потом увидеть эту петлю, сделайте, пожалуйста, выделите с 2 сторон здесь маркером регланную линию. Тогда вам будет легче. Если вы не хотите это делать, я тоже не люблю, когда маркеров много висит. Просто считайте внимательно петли. Давайте первую петелечку мы снимаем. Далее вяжем 3 петли планки. У нас с вами было 2 петли. В предыдущем ряде мы вязали на спинку, оставляли 2 петли. Мы прибавили, значит, провязываем здесь 3 лицевые. Далее делаем накид. Вот она наша регланная линия. Регланную линию лицевой также провязываем. Накид. Здесь мы тоже прибавку делали. Было на рукавах 7 петель, прибавили 2, значит, считаем 9 петель. Провязать надо для рукавов лицевой, лицевыми петлями. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Делаем накид, лицевая, накид, да, регланную линию провязали. Наперед у нас было 8 плюс 2, значит, провязываем 10. 6, 7, 8, 9, 10. 5 делаем накид, лицевая, накид. Повторяем, это, провязываем петли рукава. 9 петель у нас должно быть. До линии реглана провязываем. Делаем накид, лицевая, накид. Здесь у нас получается 3 петли уже для спинки. И планку вяжем также лицевой. Остается у нас 3 петли на планку и кромочная. Изнаночный ряд вяжем также лицевыми. Накиды провязываем скрещенным. Я показывала, как это сделать. Провязываем следующий ряд самостоятельно, прибавки по регланной линии. И с вами встречаемся. То есть у нас с вами в общем должно получиться 3 прибавки. И полотно будет провязываться полностью платочной вязкой. 2 прибавки мы с вами сделали. Вам осталось по реглану прибавить еще 1 раз. И встречаемся. Все, провязали мы с вами самую такую сложную, да, часть кокетки. Вот так у вас должно получиться. Сейчас переходим на вязание лицевой глади. То есть это лицевые ряды у нас с вами будут провязываться лицевыми петлями, а изнаночные ряды будут провязываться изнаночными. Накиды тоже будут провязываться изнаночными скрещенными. Как провяжем? Ну, первый ряд получается, да, лицевой ряд. 3 петли планки идет. Далее у нас с вами должно получиться 5 петель для спинки. 1, 2, 3, 4, 5 петель для спинки. Делаем накид. Регланную линию провязываем лицевой, но в изнаночном ряду регланную именно линию будем провязывать тоже лицевой. То есть у нас здесь с вами будет вот такая вот дорожка. Далее делаем накид. Провязываем петли рукава. 13 петель рукава у нас с вами. Далее делаем накид. Регланная линия, накид. По переду было у нас изначально 8 петель, мы сделали 3 прибавки, то есть у нас с вами должно получиться 16 петель по переду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. Делаем накид, лицевая, накид. Здесь у нас 13 петель рукава. Одиннадцать, 12, 13. Делаем накид, лицевая, накид. Далее у нас идет 5 петель спинки. Планку провязываем также 3 петли планки лицевой гладью. Лицевыми петлями. Так, разворачиваем. Сейчас покажу изнаночный ряд. И далее я думаю, что вы справитесь самостоятельно. Вяжем 3 петли планки лицевыми петлями. Так и продолжаем. А здесь мы уже начинаем провязывать изнаночный ряд изнаночными петлями. Значит, спинка у нас 5 петель идет. 1, 2, 3, 4, 5. Доходим до петли, до прибавки и провязываем также изнаночной скрещенной, чтобы у нас не было отверстий. Регланную линию просто провязываем, регланную петлю провязываем лицевой. Опять-таки накид провязываем изнаночной скрещенной, чтобы у нас не было с вами отверстий. Вот так. Далее у нас идет петли рукава,
провязываем 13 петель просто изнаночными петлями до прибавки, да, следующей. Доходим до прибавки. Вот, дошли. Провязываем накид изнаночной скрещенной. Регланную линию также продолжаем вязать лицевой. Регланную петлю. Опять накид провязываем изнаночной скрещенной. Остальные все петли вяжем изнанкой. И так до конца ряда. У нас с вами начинает вязаться просто лицевая гладь. И сейчас нам нужно сделать еще 3 прибавки по регланной линии. Я думаю, что это вы сделать сможете самостоятельно. И с вами встречаемся. Напоминаю, да, что регланную петлю вяжем всегда лицевой, а накиды с изнанки провязываем изнаночными петлями. Все остальное также вяжем изнанкой. Планку продолжаем вязать лицевой, платочной вязкой. То есть в лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. И давайте встретимся. Провязали мы с вами прибавки по регланной линии. Все вот так у вас должно получиться. Сейчас мы провяжем просто до конца ряда полностью лицевыми петлями. Изнаночный ряд вяжем следующим образом. Значит, петли спинки и переда мы вяжем изнаночными петлями, а петли рукава мы провязываем лицевыми. Сейчас начало покажу вам. Значит, здесь продолжаем вязать планку, провязываем 3 лицевые. Далее у нас с вами идет 9 петель спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь у нас с вами идет 1 петля регланная, тоже мы ее тоже провязываем изнаночной. И здесь у нас с вами будет 21 петля рукава. Провязываем 21 петлю лицевыми до следующей регланной линии. Так, 21 петлю провязали. И далее дошли мы до регланной линии. Вот она у нас. Регланную линию провязываем изнанкой. Далее идет у нас с вами 22 петли переда. Провязываем изнаночными. Регланную линию опять-таки провязываем изнанкой. Петли рукава 21 петлю провязываем лицевыми. Регланную линию петлю провязываем изнанкой. И значит, петли спинки тоже изнаночной, а здесь на планке мы вяжем 3 лицевые. Провязывайте самостоятельно и встретимся в лицевом ряду. Сейчас мы будем с вами отделять рукава. Что делаем для этого? Провязываем кромочная, 3 петли планки. Далее провязываем 10 лицевых. Вот, дошли мы, как раз мы тут провязывали, да, такую дорожку у нас должна на рукавах образоваться. И сейчас мы должны закрыть 21 петлю изнаночными петлями. Как делаем? Провязываем изнанку, вторую изнанку и протягиваем. Опять изнаночной, протягиваем вот так. Ну или закрывайте так, как вы умеете, но не лицевыми петлями, а закрываем изнанкой до конца полностью 21 петлю. Так, 21 петлю закрыли. Далее у нас 1 петля остается. Здесь мы провязываем 22 петли. 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Получается, у нас здесь была 1, оставалась. Потом мы провязываем 22 и плюс вот эта 1
кромочная. То есть у нас всего наперед будет 24 петли. Опять закрываем 21 петлю рукава изнаночными. И в конце у нас с вами должно остаться 10 петель спинки и 3 петли планки. Провязываем все до конца самостоятельно. С изнаночного ряда мы должны будем под пройму добавить по 2 петельки. Так, провязываем 3 петли планки, далее 10 петель спинки, ну, одной полочки спинки. Делаем, добавляем 2 петельки для проймы. Далее вяжем 24 изнаночные. С этой стороны также, после того, как провяжете 24 изнаночные, опять-таки прибавляем 2 петли, далее вяжем 10 петель спинки и 3 петли планки. Итак, мы сделали прибавки для проймы, по 2 петелечки прибавили. Сейчас мы должны с вами провязать 7 рядов лицевой глади. Ну, это что значит? Что в лицевых рядах мы вяжем лицевыми петлями, в изнаночных рядах вяжем изнаночными. Планки продолжаем вязать только лицевыми петлями. При этом в этом ряду в конце ряда сделаем отверстие под пуговичку. Я думаю, что это все сделать очень легко. Провяжите это самостоятельно. И встретимся с вами в 8-м изнаночном ряду. Провязали мы с вами 7 лицевых рядов. Сейчас нужно будет с изнаночной стороны провязать также ряд лицевыми петлями. Провязали, у нас с вами вот такая дорожка по лицевой стороне получилась. И сейчас мы будем здесь с вами провязывать поясок, ну, отверстие для пояска, ну, как бы поясок. Значит, что мы для этого делаем? Петли планки провязываем так же, как и всегда вязали, лицевыми. А здесь начинаем провязывать следующим образом. Первая петля вяжем лицевая, накид, 2 вместе. Опять лицевая, накид, 2 вместе, лицевой. Опять лицевая, накид, 2 вместе, лицевой. И у вас в конце, по-моему, останется 1 лицевая петля. Ну, ничего страшного, просто вот таким образом, таким алгоритмом вяжите до конца. Если вам вдруг вы сделаете накид и, например, у вас здесь не будет возможности провязать 2 вместе лицевой, значит, просто вяжете лицевой. Давайте провяжем до конца ряда самостоятельно. Провязали. Изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями, накиды провязываем открытыми, для того, чтобы у нас оставались отверстия. Провязали изнаночный ряд, лицевой ряд мы с вами должны сейчас провязать также изнаночными петлями, чтобы у нас получилась с вами вот законченная дорожка. Давайте провяжем это самостоятельно и встретимся с вами в изнаночном ряду. Провязали мы с вами лицевой ряд изнаночными петлями. Сейчас будем формировать наши складочки. Значит, для того, чтобы правильно их сформировать, нам нужно, чтобы наше количество петель делилось на 7. В данном случае у нас с вами, не считая вот этой петель планки и кромочных, в серединке 48 петель. Если вы хотите, чтобы у вас было 7 складок, то есть просто одну петельку добавляете и провязываете в том же самом алгоритме, только будет у вас 7 складок. Я хочу сформировать 8, и поэтому мне нужно будет прибавить 8 петель. То есть у меня должно быть на спицах 56 петель. Что я для этого делаю? С изнаночной стороны буду провязывать изнаночный ряд также изнаночными петлями, только прибавлю 8 петель при помощи накидов. Как мы это будем делать? Ну, я для себя придумала
Но это можно сделать произвольно. Смотрите, значит, 3 планочки мы вяжем лицевой, значит, лицевыми петлями. Далее провязываем, допустим, 3 изнаночные, делаем накид. Обыкновенный такой или такой, какой нравится. Опять-таки провязываем 3 изнаночные, делаем накид. Опять 3 изнаночные, делаем накид. То есть мы прибавили как бы по спинке. 3 накида сделали. Далее провязываем 10 петель изнаночных. 2, 4, 6, 8, 10. Делаем опять накид. Далее провязываем 12. Петель провязали, делаем опять накид. Сейчас провязываем 10 петель. Накид. 3 петли. Накид. 3 петли. Накид. И тут у нас с вами остается еще 2 петли и 3 лицевые. То есть эти 8 петель вы можете в любом удобном, как вы хотите, так и распределить. Хотите их по переду пустите чисто, хотите равномерно распределите, но я большую часть перенесла на спинку. И далее, как мы начинаем формировать наши складки. Первую петельку снимаем, 3 лицевые, это лицевые планки. И у нас состоит, значит, складка из 5 лицевых и 2 изнаночных. Для симметрии мы здесь вначале провяжем 1 изнаночную, далее вяжем 5 лицевых. При этом, смотрите, если нам попадаются накиды, то накиды вот эти, которые мы делали в предыдущем ряду, мы провязываем скрещенные. Если тут попадается лицевая, нужно провязать лицевую петлю, значит лицевой скрещенная. Если изнаночная петля попадается, то изнаночной скрещенной. То есть сейчас вяжем первую лицевую, изнанку. Сейчас после планки мы вяжем 1 изнаночную. Дальше 3, 4, 5 лицевых, 2 изнаночные. Вот опять попался накид, мы его провязываем изнаночной скрещенной. Опять провязываем 5 лицевых, 2 изнаночные. Опять 5 лицевых, 2 изнаночные. Накид попался, провязываем обязательно скрещенным его, чтобы не было отверстий и накид у нас спрятался. Опять 5 лицевых, 2 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные. Пять лицевых, 2 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные, 5 лицевых. И в конце у нас остается 1 изнаночная и 3 петли планки. Вяжем лицевыми. Изнаночный ряд вяжем по узору и встречаемся в лицевом ряду. Провязали. Ну, давайте начинаем вывязывать расширение наших складочек. Первая у нас кромочная, дальше у нас идет 3 лицевые планки, изнаночная, она у нас неизменна, изнаночные ряды, изнаночные петли вяжутся всегда, с лицевой стороны изнаночными, с изнаночной стороны лицевыми, то есть этот ряд не меняется. Складочку мы формируем на 5 лицевых петлях. Далее идет у нас лицевая, накид,
3 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночные. Опять лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночные. Понятно, да, что между нашими складками идут 2 изнаночные петли. Формируем само расширение на складке именно на этих вот лицевых петлях. Итак, далее вяжем до конца ряда. Лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая. Вяжем до конца ряда. С изнаночной стороны петли вяжутся по рисунку, изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Накиды вяжутся открытыми изнаночными петлями. Один раз расширили, сделали прибавку. Покажу вам, как второй раз прибавить, расширить. И я думаю, что в дальнейшем вы поймете алгоритм и справитесь с расширением самостоятельно. Так, провязываем 3 петли планки, изнаночная, лицевая. После лицевой делаем всегда накид и провязываем лицевыми средние петли. В данном случае у нас получилось с вами накид 5 лицевых, так как мы сделали уже одну прибавку. Делаем накид, лицевая, 2 изнаночные, опять провязываем лицевая, накид, уже здесь будет 5 лицевых, накид, лицевая. То есть вот таких прибавок нам нужно с вами сделать 7. Получается, что прибавки мы всегда будем делать после первой лицевой и перед последней лицевой, а средние петли будем провязывать лицевыми. Между этими клиньями изнаночные петли не меняются, всегда вяжем по 2 изнаночные. В начале ряда только у нас 1 изнаночная и в конце ряда тоже 1 изнаночная. Еще раз покажу. То есть вяжем лицевая, делаем накид, провязываем до предпоследней, до последней лицевой, вот он. Опять делаем накид перед ней и провязываем лицевой. Таким образом надо сделать 7 накидов. Смотрите, один мы сделали, второй мы сейчас делаем, и еще 5 провяжите, пожалуйста, самостоятельно, потому что это очень-очень легко. Вот так у нас с вами должно получиться. Здесь мы с вами сделали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прибавок, да, по клину. Предлагаю сделать еще одну прибавку, 8-ю, для симметрии, для того, чтобы у нас правильно распределилась здесь ажурная дорожка. Давайте провяжем это самостоятельно и уже встретимся в лицевом ряду. Ну все, ширину складки мы сделали. Значит, получается, что у нас с вами здесь должно быть 8 воздушных, да, петель, 8 дырочек таких. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, и у нас получается с вами так во всех клинышках. Что мы делаем дальше? Так, начинаем вязать планку. 3 петли планки, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 15 лицевых, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Вот таким образом, вот так мы с вами должны провязать 8 рядов. То есть в лицевых рядах вы будете провязывать лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 15 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Между клиньями изнаночные петли вяжем без изменения. В изнаночном ряду провязываем по рисунку, накиды провязываем открытыми. И таким образом, вот такие как бы убавления, да, но это не убавление, это получается формирование, да, клина у нас. Мы с вами должны провязать 4 раза, то есть в общей сложности должны провязать 8 рядов. Давайте еще раз покажу вам, как это сделать. Провязываем между 2 клиньями 2 изнаночные и вяжем каждый клинышек так. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево,
15 лицевых, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вяжем далее 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Все. Давайте провяжем эти 8 рядов самостоятельно и встретимся с вами. Будем начинать вывязывать ажурную дорожку. Мы провязали 8 рядов, и ориентир, чтобы не запутаться, вы видите, что у нас 1, 2, 3, 4 вот таких вот петельки, да, которые провязаны с наклоном вправо. Сейчас мы с вами будем вывязывать уже ажурную дорожку. Тот, кто не хочет вязать эту ажурную дорожку, вы можете продолжить таким же образом до той длины, которая вам необходима, и потом закройте так, как я покажу уже в конце видео. Вот. А тот, кто хочет вязать дорожку, пожалуйста, как говорится, оставайтесь и вяжите вместе со мной. Кто умеет вязать по схемам, я прикреплю схему в углу экрана, сделайте скриншот и вяжите самостоятельно по схеме. Схема очень легкая, так что там все должно быть вам понятно. Давайте продолжим вязать. Первую снимаем как кромочная, провязываем 3 лицевые. Это у нас 3 петли планки. И когда вы вязали, я надеюсь, планку, вы делали через каждые вот такие вот 9 рядов отверстия для пуговичек. Не забывайте об этом. Далее у нас идет 1 изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Это у нас будет всегда повторяться. То есть будет лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. А здесь будет 2 вместе с наклоном вправо и накид. Вылетели петли. Далее вяжем нашу ажурную дорожку. Провязываем лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Я делаю влево, вы делаете как угодно, можно вправо, влево. Тут разницы не имеет никакой. Опять накид, 2 вместе с наклоном влево. Хотя на схеме показано, что именно надо делать наклон влево. Но я вязала и такой вариант, и такой, и так смотрелось неплохо. Накид, опять 2 вместе с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой. Накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. И вот мы с вами провязали, дошли до той петельки, где нам нужно опять провязать 2 вместе с наклоном вправо. Вот вы не запутаетесь, потому что у нас уже такая вот дорожка здесь идет. Провязываем 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая и наши изнаночные петельки. Показываю еще раз. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, и до конца провязываем накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. У нас на клинышке с вами 15 рядов, 15 петель, и на этих 15 петлях мы будем распределять нашу ажурную дорожку. Опять вот уже последняя, да, накид, 2 вместе с наклоном влево, доходим до нашего вот этого вот ряда, где мы вяжем 2 вместе, провязываем 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Довязываем данный ряд самостоятельно до конца. Изнаночный ряд тоже вяжем самостоятельно. Все накиды провязываем открытыми, для того, чтобы у нас были здесь дырочки. Провязали с вами ажурную дорожку.
продолжаем вязать следующим образом. По схеме мы видим, что там нужно провязать 2 ряда лицевой гладью, то есть в лицевых петлях, в лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных рядах изнаночные петли. Я думаю, что вы сможете это связать самостоятельно, но хочу вам напомнить, что мы продолжаем с вами вывязывать нашу длину клиньев. То есть вот всегда в начале клинья провязывать 1 лицевую, накид, 2 вместе с наклоном вправо, влево. И здесь в конце клинышка тоже так будем вязать, провязывать. Это делается для того, чтобы клин не расширялся и при этом он сохранял свою форму. Давайте все провяжем до конца просто лицевыми петлями, при этом формируем клин дальше, но его не расширяем. Далее вяжем следующим образом. Продолжаем вязать петли планки. Лицевая. Так, кромочная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Начинаем вывязывать наш опять узор, да? По схеме у нас написано накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевой. Далее 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Все, мы ряд нашей схемы провязали. Заканчиваем, да, нашу складку как обычно. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Давайте еще раз вместе провяжем, а остальные уже складочки вы будете провязывать самостоятельно. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и до этого влево было, простите, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид. Заканчиваем складочку нашу. 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Провязываем до конца ряда самостоятельно, и как вы видите по схеме, изнаночный ряд тоже у нас провязывается в изнаночном ряде схема. Будем провязывать вместе. Вяжем изнаночный ряд. Первая петля кромочная, 3 петли планки. С изнанки, да, у нас получается лицевая, ну, изнаночная. И вот мы, лицевая получается, изнаночная, накид мы провязываем изнанкой и еще провязываем 1 накид. То есть вот с этой стороны вы видите, да, что это у нас начало нашего клинышка. Так, вывязываем дальше наш узор. Значит, по узору получается с изнанки мы накиды провязываем изнаночными. Мы видим накид. Провязываем его изнанкой. Тут же делаем накид. И далее провязываем, как по схеме, 2 вместе изнаночной. Далее идет у нас изнаночная петля. И эти 2 петли мы тоже должны провязать 2 вместе изнаночные. Но таким образом, чтобы эту петлю развернуть. Просто не как обычно, да, за передние стеночки провязываем изнанку, а провязываем изнанку за задние стеночки. Вот так вот. И у нас петельки разворачиваются. Вот, видите, как с лицевой стороны смотрится. Далее делаем накид. Следующий накид провязываем изнанкой.
все остальные петли идут тоже изнаночным вяжем. Опять провязываем накид изнанкой, делаем накид, провязываем 2 вместе изнаночной, изнанка, 2 вместе изнаночной за задней стенки. Накид, накид провязываем изнанкой, далее идет изнанка, накид изнанкой, изнанка. То есть, по идее, мы провязываем петли, получается, да, по рисунку. Так как мы вяжем изнаночный ряд, то наши лицевые петли меняются на изнаночными. Давайте еще раз покажу, как. То есть изнанка, накид мы вяжем открытым, изнаночной петлей, опять изнанка. Все, начинаем вязать дорожку, значит, ажурную. Изнанку провязываем, накид провязываем изнаночной, делаем накид. Далее 2 вместе изнанкой, изнаночная, потом 2 вместе изнанкой за задние стенки, чтобы развернуть петельки. Делаем накид, изнаночная, изнаночная, изнаночная. Опять делаем накид, 2 вместе изнанкой, изнаночная, 2 вместе изнаночные за задние стенки, чтобы нам петельки развернуть. Опять делаем накид, изнанка, 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 изнанка до тут 2 лицевые. Все, я думаю, что это все понятно должно быть. Далее все клинышки провязываем самостоятельно, встречаемся в лицевом ряду. Лицевой ряд у нас с вами. Вяжем. Кромочная, 3 лицевые планки, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые. Видите, у нас накид, который мы в изнанке, да, делали, мы вяжем его лицевым, чтобы он был у нас открытый. Получается 2 лицевые. Делаем накид. Сейчас нам надо провязать 3 вместе, 3 вместе лицевой. Как я вяжу, первую я снимаю, 2 другие провязываю 2 вместе и набрасываю первую на 2 провязанные. Ну, получается такой треугольничек. Далее делаем опять накид, 2 лицевые. Видите, накид, мы провязали лицевой. Накид 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, накид, опять провязываем 3 вместе лицевой, накид, здесь идет у нас 2 лицевые, потом 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Давайте еще раз провяжем 2 изнаночные между нашими складками. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, накид, 5 лицевых, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и лицевая. Все, дорожки уже вырисовываются, как видите. Далее на остальных клинышки провязывайте самостоятельно. Встречаемся с вами в изнаночном ряду. Следующий изнаночный ряд у нас первая кромочная, 3 петли планки, лицевая. Все петли вяжем изнаночными, но следующим образом: накиды провязываем изнанкой и начинаем вывязывать, доходим до
раппорта нашего, да, узора, и начинаем вывязывать его. Получается у нас по схеме 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, потом провязываем, делаем накид, 2 вместе изнанкой, изнаночная, 2 вместе изнанкой за переднюю стеночку, чтобы она у нас повернулись петельки. Мы так вязали в предыдущем ряду. Накид и провязываем 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. Все, по схемке мы провязали. Далее вяжем изнаночная, накид, провязываем открытой изнаночной петлей, изнаночной. Вот мы дошли до наших 2 лицевых, то есть с лицевой до 2 изнанок. Первый клинышек мы с вами провязали. Давайте второй провяжем еще раз. И далее будете вязать самостоятельно. Изнаночная, 1 изнанка, изнанка. Далее опять изнаночная. И еще 5 изнаночных. 3, 4, 5. Получается, чтобы вы не путались, как бы, да. Получается, мы провязали 2 лицевые. 2, 4, 6, провязываем 8 изнаночных. Далее делаем накид, 2 вместе с наклоном, 2 вместе с изнанкой, далее 1 изнаночная, и тут 2 вместе с изнанкой за передние стенки, накид и 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных. То есть провязываем между нашими вот этими дорожками, да, как изнаночными, с изнанки-то это мы видим лицевой, провязываем 8 изнаночных, накид, 2 вместе изнанкой, изнаночную, 2 вместе изнанкой за передние стенки, накид и 8 изнаночных. Давайте далее провяжем все это самостоятельно. Продолжаем вязать. Сейчас у нас в работе лицевой ряд. Первая, значит, кромочная у нас 3 петли планки, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 6 лицевых. То есть вот мы доходим до накида, который мы делали в предыдущем ряду, провязываем лицевым его. И здесь делаем накид и провязываем 3 вместе лицевой. Опять делаем накид, 6 лицевых. Две вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. То же самое делаем, провязываем на наших клинышках. Изнаночный ряд мы вяжем полностью по рисунку. И после этого еще провяжем 2 ряда лицевой глади. То есть провязываем лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными. И при этом не забываем, что здесь всегда провязываем в начале ряда лицевое, в начале клинышка лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, и в конце клинышка также 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Давайте провяжем эти в совокупности, получается 3 ряда самостоятельно. Этот заканчиваем и встречаемся и будем продолжать нашу ажурную дорожку дальше. Последний ряд нашей ажурной дорожки. Первая кромочная, 3 петли планки, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. И вяжем точно такую же дорожку, вот как было у нас в начале. То есть вяжем лицевая, накид, 2 вместе, лицевая, лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид,
2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе. И так до конца нашего клинышка. В конце клинышка провязываем опять 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Изнаночный ряд вяжем по узору. После этого опять-таки провяжем 2 ряда лицевой гладью, то есть лицевыми и изнаночными петлями. При этом мы с вами провязываем такой же клинышек, да, такую же вот дорожку здесь в начале и в конце. И встречаемся. Ажурную дорожку мы с вами провязали, и сейчас нам нужно провязать еще 4 ряда платочной вязкой, то есть все 4 ряда вязать лицевой, получается, лицевыми петлями. После этого платьишко нужно будет закрыть, желательно изнаночными петлями, для того, чтобы у нас был красивый краешек. И провяжите это все самостоятельно. Ну вот, наше платьишко с вами готово. Я вам рекомендую, если вязали вы так же, как и я, из полухлопка, с изнаночной стороны немножко отпарить, вот прям уголком. Не парьте вот эти изнаночные петли, да, вот эти, для того, чтобы полотно, ну, было такое фактурное. Именно отпарьте вот этот вот ажурную нашу дорожку. Ну, осталось декорировать, пришить пуговички, конечно же. Вот я сделала вот такой вот, шнурочек. Вот тоже. То есть декорируйте уже по своему вкусу. Можете вышивку тут сделать. Если кто хочет, платьишко на полочке сидит. Сейчас я вам покажу. Платьишко сидит неплотно. Кто хочет, чтобы было поплотней, просто возьмите пряжу потоньше. Вот, видите? Вот так сидит платьишко на куколке. Потоньше, если вы пряжу возьмете, то платьишко будет поплотнее. Мне хотелось именно вот такого эффекта. Рекомендую вам пряжу взять, если что, потоньше. Это Газал Baby Cotton. Вот она более тонкая. Кстати, можно также связать это же платьишко из Дивы, пряжи с Дива, но при этом не отпаривайте пряжу, чтобы складки сохраняли свою форму. Ну все, мы с вами связали это замечательное платьишко. Все, встретимся в следующих видео.